О, а ты что тут сидишь? Хочешь узнать, что такое премиум автомобиль за 265 тысяч в 2025 году? Я тоже, но сейчас я тебе расскажу. Безусловно, это Volvo S80. Огромное количество свободного места для ног пассажиров сзади. Двухзонный климат-контроль, подогрев сидений. Огромная разделительная консоль. Супер удобные сиденья спереди. Электростеклоподъемники в круг. Электрорегулировка зеркал. Датчик качества воздуха. 8 динамиков в базе. С шикарным звуком, я, кстати, скажу. И просто шикарный подлокотник. Да, возможно, подгнившие крылья и арки, но при этом с почти 100% вероятностью живое днище. Также либо рядная пятерка, либо рядная шестерка в базе. Что это? Базовый максимум, роскошный минимум или... меня, кстати, зовут Максим Андрианов. Если тебя... Музыка выключи! Если тебя заинтересовало и ты хочешь посмотреть обзор на это авто полностью и дальше, то оставайся. Либо ты не знаешь, что такое настоящие шикарные автомобили за 265 тысяч в 2025 году. А мы погнали! Челей до могилы, от колыбели, с утра понедельника до вечера конца недели, от зубной щетки и завтрака до мягкой постели, от круглых иллюминаторов до холодных туннелей, от невыносимой жары до вьюга метели. На дворе 1998 год. Volvo представляет новую революционную для себя платформу P2. Платформу, которая не просто позволит Volvo уйти от образа сундуков с грубыми квадратными формами в пользу современных обтекаемых автомобилей, но и платформа, которая просуществует целых 15 лет, если мне не изменяет память, потому что она существовала до 2013 и, по-моему, еще 3 года в Китае после выпускалась версия XC90 Classic в виде специальной отдельной спецсерии для Китая. Опять же, я сейчас все вспоминаю по памяти, так что плюс-минус данные немножко могут разниться, но в целом я эту информацию изучал и читал многократно, поэтому она должна быть в меру правдивой, давайте назовем это так. И презентует Volvo эту платформу не абы с чего, а с седана бизнес-класса, ну, по крайней мере, так они это позиционировали, E-класс, а именно с Volvo S80. Автомобиль, который, как они позиционировали, должен был стать нечто революционным в плане безопасности в своем классе. И справедливости ради у них это получилось. Они были первыми, кто представил в базе боковые подушки безопасности. То есть при минимальной комплектации Volvo S80 их было целых 6 штук. И сидений, передние и боковые. То есть они позиционировали автомобиль как тот, который должен обеспечить вам максимальную безопасность даже в случае переворота и прочих неприятных событий. И как они говорили в пресс-релизах, что если другие автомобили защищают вас от приезда вперед, то Volvo защитит вас и в том случае, если вас едет сзади или сбоку. И это были не пустые слова, так как дополнительно у Volvo еще был усиленный каркас безопасности кузова. SIPS, по-моему, это называется, технология их уникальная. Также дополнительно проработаны зоны сминаемости кузова и какие-то еще нюансы, которые так сходу я, если честно, вспомнить не могу. Самыми распространенными моторами были рядная шестерка B6294S и B5244S. Вы спросите, почему ты так долго проговаривал эти буквы и цифры? Это же просто какой-то рандомный набор, но как бы не так. В данном случае линейка моторов получила вполне логичное обозначение. В данном случае на данном конкретном автомобиле мотор B5244. Что значит 5, первая цифра, это количество цилиндров. В данном случае это рядная пятерка, шведские особенности. 2 и 4 это объем. А последняя цифра 4 это количество клапанов на цилиндр. Соответственно, то же самое с мотором
62-94. 6 цилиндров, рядная шестерка, 2,9 объем, 4 клапана цилиндров. Ну, шведы, это не просто так вам. К слову, два этих мотора, 2,4 литра, а также 2,9 оказались самыми распространенными. По крайней мере, если вы зайдете на доски объявлений, думаю, что процентов в 90 случаях на данной машине вы увидите именно эти моторы. Также были 2,5 турбо, 2,9 мотор, он был как атмосферный, так и турбовый. Самой ужасной коробкой 4T65E, это была коробка GM-овская, четырехступенчатая. И первая моя Volvo S80, которая подозрительно дешево стоила, хотя была куда лучше этой во всех параметрах, была именно на этой компоновке. Мотор 2,9 и четырехступенчатый автомат. Тогда я еще не ведал, что творю, и, соответственно, купил это дело. Да. При этом, несмотря на то, что Volvo участвовала как бы в E-классе, в бизнес-классе, конкурировала она в первую очередь с BMW пятеркой E39, Audi A6 в кузове C5 и Mercedes W201, да? В Мерседесах плохо разбираюсь, плохо помню название кузова. Прошу простить мерседесоводов меня за данную помарку, которую я, скорее всего, допустил. Справедливости ради стоит отметить, опять же, если поднять всю историческую справку и прочее, и это не ложь, в чем Volvo точно могла конкурировать, и по своему собственному опыту езды на всех этих автомобилях, я с абсолютной уверенностью могу сказать, что в плане комфорта, в плане невероятных, проработанных совместно с ортопедами сидений, это до сих пор одни из самых удобнейших сидений, в которых я сидел в автомобилях, а я ездил, на десятков автомобилей, скажем, как минимум так. Но вот в плане динамики и в плане какого-то драйва от езды, конечно же, тут уже бесспорно выигрывала BMW, выигрывал Mercedes, я думаю, даже Ешка, скорее всего, выигрывала в этом смысле. Потому что выдающихся цифр разгона у Volvo S80 никогда не было. На этой платформе P2, чтобы поконкурировать потом в этих смыслах, появится Volvo S60R, которая получит 2,5 турбомотор, модернизированный до 300 лошадиных сил и полный привод. И разгон там все равно будет что-то около 6,5 секунд, если мне не изменяет память. Я вам честное слово говорю, всю информацию транслирую из головы, что-то где-то могут быть неточности. Просто я был погружен в изучение этого автомобиля. У меня 4 машины было на платформе данной Volvo, поэтому большую часть всякой различной информации я лично для себя ради своего интереса изучал. Но где-то могут быть неточности. А если же говорить о самых распространенных моторов 2,9 и коробки автомат, это супер неудачная компоновка. Самый, по-моему, распространенный, это как здесь, мотор 2,4, и он был в двух версиях, B5244S и B5244S2. Это, соответственно, дефорсированная версия, у которой со 170 лошадей мотор был урезан прошивкой до 140. С какой целью, налоги, экология, еще для чего это делалось, я не знаю. Но он является более низовым с точки зрения крутящего момента. И отличие в плане крутящего у них 230 и 220 крутящего. Так что для чего конкретно была сделана вот эта вот модификация с урезанием на 30 лошадей, я точно вам сказать не могу. Не знаю, врать не буду. Что еще? Про безопасность сказали, которая действительно была, и Volvo на нее делала особый акцент, прогрессом в тот момент времени. Комфорт, безусловно, сиденье, количество места сзади, количество места спереди, возможность настройки сидений во всех возможных плоскостях, вылет руля, прочее, двухзонный климат и различное количество опций, складывание зеркал, подогревы сидений в базе, также очень хорошая музыка из 8 динамиков и прочие нюансы, безусловно, делали Volvo достаточно конкурентоспособной, но при этом у нее была немалая цена. И подытожив эту историческую справку, скажу, что Volvo, безусловно, заполучила на тот момент времени выхода 98 года свое место, свою нишу, но хитом каким-либо она точно не стала. Скорее, как опять же обращаясь к исторической справке, которую я дополнительно прочел, она обрела статус удачного бизнес-седана, который, безусловно, имеет место быть на рынке, имеет определенную свою шведскую северную строгость и при этом является автомобилем скорее не для тех, кто хочет ощущений драйвовости и какого-то экспириенса за рулем, а больше ощущений комфорта, стабильности, размеренности и понятности. Также ее называли рациональным автомобилем для богатых. Как-то так.
историческая справка на этом подходит к концу, а мы переходим к дальнейшим покатушкам на автомобиле, в котором уже непосредственно находясь за рулем, я расскажу вам более подробно о том, что он из себя представляет. Война ты, белый свободен на валюту и на дым, белый свободен, но ходит не с холостым, белый живет и погибает молодым. Фото на скорости с Кутузовского ночью, это мы. Белый свободен на валюту и на дым, белый свободен, но ходит не с холостым, белый живет и погибает молодым. Фото на скорости с Кутузовского ночью, это мы. Краду, оставлю брату новые котлы. Старый бимер, это новая машина, там откуда мы. Откуда мы, дерзкий носит без доков и без кобуры. Пары делят на бригаду по четверке с детворы. С неба нежно льются слезы, в небо жестко валит дым. В детстве в городе был Порш, я знал, просто он был. Парень, я слышал, тебя интересует старый премиум за 265 тысяч, шикарным огромным салоном, приемистым 5-цилиндровым движком 2,4 литра, на шикарной механике, со стертым рулем и дырявыми сиденьями и задними арками. Ты по адресу. Сейчас я тебе расскажу, о чем сегодня пойдет речь. Ну, надеюсь, меня нормально видно. Видно. Так вот, ребят, сейчас я хотел бы поговорить с вами о внутрянке автомобиля. То есть, ведь машина представляет из себя не только то, что мы видим снаружи, да, а любому молодому, взорванному, успешному в себе пацану хочется чувствовать себя внутри по-царски. У меня есть подлокотник, ну, ящик для безделушек, который должен вот так закрываться, но он не закрывается. И здесь есть шикарная функция подстаканник. Этого разве мало? Если вам этого мало, мы пойдем дальше. В целом мы сидим внутри баржи. Так или иначе, это баржа, давайте так, 4,84 метра седан. И это достаточно большой седан. Вот. Для наших условий, особенно если вы живете в каком-нибудь человейнике, я бы, возможно, вам не рекомендовал бы эту машину, рекомендовал бы посмотреть в сторону S60, S40, которые каждым следующим уменьшением, короче, по-моему, на 20-15 сантиметров приблизительно. Так, что мы имеем здесь из внутренних убран, спереди? Большой, достаточно большой подлокотник. Здесь у нас панель, центральная, да, консоль, в которой, как я уже отметил, есть вот такой вот подстаканник, но он есть далеко не у всех. Что из интересного? Центральный замок. Динамики. Динамики здесь. Штатная музыка Volvo, давайте так, она хороша. Они думают, я псих, мне надо в себя прийти. Они просто хотят, чтобы я остался одним из них. В общем, здесь конкретно в данном экземпляре уже что-то там плюс-минус не так. И были разные комплектации, я знаю, разные магнитолы, разные, наверное, динамики тоже. В целом, внутри находиться приятно, комфортно, широко. Шире, чем в Бэхе пятерке E39 по ощущениям. Шире там, чем в любом другом D-классе. Если вы возьмете какой-нибудь Mondeo, допустим, если вы в эти деньги рассматриваете плюс-минус 300 с чем-то тысяч, Mondeo 3 рестайлинг вы можете посмотреть, да, и что-то такого вот. Это будет сильно плохо по сравнению с этой машиной. Это будет сильно меньше, сильно менее комфортно, если мы говорим именно об этих качествах. Потому что покупать такой большой седан смысла в другом как бы особо нету. Кроме как для того, чтобы чувствовать себя внутри широко, комфортно и чувствовать то, что вы как по барже некой катитесь. А этого не отнять. По дорогам, по трассе она катится действительно как баржа. На низких скоростях до 80, до 100 тут внутри тихо. Этого тоже не отнять. То есть шумка так или иначе есть, но она вот есть до 100, до 80. Потом то ли аэродинамика, то ли что, задувы ветра, они становятся громко, если дополнительно машина не прошумлена, или если, не дай бог, вы купите ее с люком. У меня было 2 машины на этой платформе с люком. Честно, ни там, это, не было плюсом, я вам скажу. Вообще не было плюсом.
ни на тюточку, потому что задувало через них, честно говоря, страшно. Кстати, из телефона интересно. Вот здесь вот есть такой отличный кармашек. У кого-то здесь телефон совсем жирных версий. Ой, еще немножко разваливается. Но это вот такая вот люк за 260. Мы о чем говорим, да? 265. Вот здесь идеальный кармашек. Часто бывает на старых машинах, что ты не знаешь, куда положить телефон. Кладешь сюда его, кладешь куда-то сюда. Это все неудобно. Здесь идеальный, ровный, узкий кармашек. Я, честно говоря, даже не знаю, для чего он изначально сделан. Как будто для какой-то пачки сигарет, для кошелька, для подочечника, я не знаю. Но сама суть. Вот такой длинный, среднестандартный телефон сюда влазит идеально. Фары, свет базовый, класс, обычный свет. Здесь плохой у фар. Это факт. По опыту. Я сейчас накидываю все, что я вспоминаю. Как-то попробую вам красиво это все накидать, намонтировать, да, чтобы, это было приемлемо и как-то, Также прошу извинений, то, что у меня речь, возможно, где-то сбивчивая, где-то, может быть, не такая грамотная, красивая. Я думал пытаться разговаривать красивее, пытаться разговаривать, допустим, как-то специально с придурью. В общем, делать ли какой-то образ или быть просто собой. И я понял, что на долгой дистанции я планирую заниматься, если это найдет какой-то отклик. Мне это действительно интересно. Машины, я люблю машины, люблю их продавать, покупать, делать где-то что-то. Какие-то приключения, связанные с этим. Я все это абсолютно искренне люблю. Я только поэтому вот начал для вас это снимать как-то. Что я этим и так занимаюсь. И почему бы не поделиться этим всем с кем-то из вас. Если это, опять же, найдет у кого-то отклик. И я понял, что в долгую невозможно быть кем-то, строить из себя кого-то. И надо попробовать просто быть самим собой. И надеяться на то, что кому-то из вас, может быть, это понравится. И дай бог так будет. Я буду невероятно вам благодарен, уважаемые зрители, за это. И я говорю, опять же, это абсолютно искренне. Что еще? Сиденья. Сиденья здесь бывают с электрорегулировкой, с памятью. По крайней мере, на рестайлинге у меня была такая комплектация. На S60, и на первой S80, кстати, тоже. Здесь же и на S60 у меня механическая регулировка сидений, но это не отменяет того факта, что они невероятно удобные. Они регулируются по высоте, по наклону вперед-назад. Я сейчас не хочу этого трогать и показывать, потому что я такой человек, что если я собью свою регулировку, а нету здесь, как вы понимаете, электрической памяти, потому что это механическая, да, мне прям становится очень тяжело настроить все обратно, все выставить идеально, так как я анатомически уже привык. Несмотря на то, что сиденья здесь абсолютно удобные. То есть на дальняк ты, если выстроишь у Volvo S80, да, S60 в целом тоже, хотя вроде бы там сиденья чуть-чуть другие. Либо это зависит, опять же, от комплектации на этой платформе, не уверен. Я говорю то, что знаю, да, я не буду выдумывать или не буду гуглить, потому что это сразу все делает какой-то сценарности неживой. Сейчас вот в таком формате я говорю немножко от себятину. То, что помню, то, что знаю, и говорю свое мнение. Мы как бы работаем на эмоциях реального впечатления владельца реального машин будет на этом канале. Потому что я собираюсь продавать, опять же, покупать эти машины, ездить на них. Вот тот формат у Константина Сергеевича, академика, который есть дешевки, где он покупает машины, ездит на них день-два, там, отдает в сервис, за него это делают и потом продает. Вот формально общая суть та же, только я на этих машинах реально езжу. Понимаете, это моя жизнь, к сожалению или к счастью. Но я рад, что я прохожу такой путь. То есть каждый раз пересаживаюсь на что-то более интересное, я радуюсь как ребенок этому. И это меня вдохновляет, то есть стремиться выше, дальше. Может быть, пробовать что-то и даже дешевле, хуже, неважно. Но, допустим, что-то другое, не менее интересное по-другому. Вот. Обратно к Volvo. Из интересного. Блок фар здесь работает таким образом, как у новых современных машин, но не у АвтоВАЗа или, не знаю, еще чего-то. У многих машин я такого не видел, то есть и старых, и почему-то там в целом почему-то так давно не сделали, а здесь сделали. Что блок света здесь идет, по всей видимости, через цепь зажигания, либо что. Не до конца я автоэлектрик, извините. Но история в том, что когда ты выключаешь зажигание, у тебя выключается свет. Габариты, ближний, дальний, неважно. По крайней мере, ближний, да.
Ты включаешь зажигание, заводишь автомобиль, у тебя автоматически включается ближний свет фар. Вся история, все. И у тебя нет такой возможности, что у тебя сядет... Почему на меня люди смотрят, когда видят камеру и видят то, что я сижу и что-то рассказываю? Ну, неважно, надо привыкать к этому. Я парень не стеснительный, сразу вам скажу, то есть... Мои под 90 килограмм, 1,85 м, невероятной мощности. Должны быть, наверное, еще и социально смелыми, я так думаю, поэтому постараюсь не бояться. Почему так делали на других автомобилях, я не знаю, потому что на других автомобилях, ну, каждого, наверное, такое хоть раз было в автомобилиста, кто там ездит не первый год за рулем, да, то, что ты забыл выключить свет, приходишь утром, не утром, все, у тебя, соответственно, нету заряда аккумулятора, и не можешь завестись. Такая ситуация на тоненького. Ой, протискиваемся. Вот. И это, кстати, вот о чем я говорю, что это может быть проблемой. Бля, с темы на тему скачу. Вот это минус, конечно, в пробках. И если вам нужно где-то в человейнике искать парковочное место, для вас это не плюс. То, что у вас 5 метров. Когда вы едете куда-то по трассе, вдаль, просто сидите, безумно комфортно, кайфово, круто, да, для вас это плюс. Когда вы паркуетесь в условном Мурино, я не знаю, вставьте любой московский или другого вашего города человейник, ну, это скорее проблема. Я даже задумываюсь о том, чтобы следующую машину для своего автомобильного пути эксперимента купить какой-нибудь хэтчбэк и попробовать покататься на нем. То есть... Он полдень, он дома без кошелька и весь в синяках, меньше табака, ну нафига. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильный рэпчик должен жечь колонки, если громче, то так, чтобы по замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильный рэпчик должен жечь колонки. Базово надо понимать, что речь идет о поиске автомобиля в рамках бюджета до 300 тысяч в Санкт-Петербурге летом 2025 года. Когда, как мы понимаем, за 260 тысяч рублей даже «Жигули» купить, ну, объективно, та еще задача. А в данном случае мы получаем хоть и допотопный, но бизнес-седан, который я выбирал по тем параметрам, чтобы он был живой и обслуженный по технике. И эта машина это уже доказала. Как бы вам ни казалось, я проехал на ней более 4000 километров. Соответственно, ну, мой выбор меня не подвел. И при этом даже не доливал масло, чтобы вы понимали. Потому что масло было поменено за 300 километров до моей покупки. Ну, по всем квитанциям, ценникам и так далее. Да, у нее есть гнильца на крыльях, на задних арках, это безусловно. Но в чем отличительная черта характера Volvo тех лет? Они супер живут снизу. Сейчас уже темно, вряд ли получится вам что-то показать, да, но они типа супер живые снизу, и получается, что автомобиль спокойно домкратится, у него целые пороги, у него целые там, ну, все низы, лонжероны и днище, нет никаких дыр. Опять же, попробуйте за эти деньги, просто в этот бюджет найдите автомобиль в Питере, который не будет дырявым снизу, это уже задача. Так, что у нас под капотом, опять же? Выбор был недолгим, хоть и не специально так получилось. Здесь у нас B5244 S2. Это дефорсированная версия 5-цилиндрового двигателя, потому что в базе он идет на 170 лошадей, здесь он на 140. Но это просто прошивка. И у нас стаканы, даже целые, что опять же супер удивительно для Санкт-Петербурга. Поэтому это такой некий офф-топ, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Что это действительно живой с технической точки зрения, плюс достаточно комфортный, там, с климат-контролем и прочий автомобиль за 265 тысяч рублей, купленный летом 2025 года. Ну а теперь переходим к основному ролику, к основному обзору. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era. Так, ребята, вы не обессудьте, да, только
Горизонт, возможно, будет немножко завален, просто, ну, есть такой нюанс, да, я особыми средствами пока не располагаю, и, в общем, мы благодаря скотчу и держимся вот так у меня на руке. Хотелось снять проезды, соответственно, хотел сделать замерчики 100, 200, 500, 700, ну, вот это все. Холодный пуск, ну, блядь, температура 90, ну, пуск назовем холодным. Так вот, поскольку сейчас немножко, ну, так скажем, и не жарко, да, как вы понимаете, при разгоне 0,200 в дождь нужно понимать всю степень своей ответственности за деяние и знать, где камера, естественно, это самое важное. А еще я не могу нормально разговаривать, потому что у меня, ну, рот пережат, потому что у меня рот пережат скотчем. Пустите, пожалуйста. Пустите, пожалуйста. Пустите, пожалуйста, вы очень большая машина, мне очень надо проехать. Ну, ладно, дядь, проезжай. Ну что, пропускаешь? Спасибо, дядь. Спасибо, блин. Всегда не забывайте, да, благодарить. Всегда благодарите, если вас пропустили. Ведь приятно, согласитесь, когда тебе просто вот отмигнули, братский салам кинули, все, ты уже заряжен, ты немножко такой ту-ту-ту. Ну, приятненько, приятненько. Я вот по-человече, со мной по-человече. Это база. Вы-то взрослые мужчины, если смотрите, вы это и так все прекрасно знаете. Я молодежь учу правилам этикета, так сказать. Интересно, какова вот вероятность, что при замерах 0,200 или 100-200, ну, что там на спорткарах мерят на 140 лошадях на 1350 килограмм? Что мерят обычно? Ну 0,100, да? Какие 1350, то даже 1450, наверное, снаряженные. Честно говоря, я не помню, вот, ну, да, вам нужно понимать. Во-первых, с кем вы имеете дело, да? Во-вторых, ну, точность информации, знаете, я хочу говорить от души. Мне не нравится сухой заученный, когда тупо сухой заученный матчасть, но в этом нет души, в этом нет эмоций. Мне вот это не нравится, мне это не близко. Очень долго едем. Очень долго едем, я не могу. Я хочу уже разгон, либо все, либо ничего. Ну, разгон может, блядь. Ладно, может, я преувеличиваю про 200. 200 я ездил на ней один раз, и это было очень страшно. Зачем пшикнул? Ой, мотор, не шуми. Не шуми. Зачем ты, блядь, шумишь? Я ж тебя снимаю. Тоже, блин. Климат кондей, все работает. Отличная машина, покупайте. Блин, есть такая тема, что почему-то, когда снимаешь и вводишь машину, есть такая чуйка, что ты оператор, что ты сохранился и... Брат, ты что, там потерялся? Вот, и то, что у тебя как будто есть неуязвимость некоторая. Как будто любое твое движение — это крутой кадр, а не видео об аварии, понимаете? И я не уверен, что у нас получится нормально разгоны снять, потому что погода, честно говоря, страшная для того, чтобы снимать такое. Базово, что мы испытываем вот так, едя за рулем? То, что это огромная баржа. Ну, давайте, да, не огромная, есть американцы по 6 метров длиной. Здесь у нас всего лишь 4,84, если мне не изменяет память. Я очень люблю оперировать цифрами, запоминать их, но очень часто это делаю неправильно. Ну, то есть, типа, неточности весьма вероятно, да? Пора показать, на что способны 140 лошадей на 5 цилиндрах. Ужасно выглядит состояние руль, но, извините меня, пробег якобы 380 тысяч, но я могу точно сказать, заверить, что это абсолютная ложь, потому что у меня на этой платформе автомобилей было 4 штуки, да, как я уже, наверное, вам говорил в ролике, S80 первого поколения, S60 первого поколения, S81 Restylings, yeah, okay. And вот это Volvo S81 Dorist, вновь, уже на механике. И вот, они были на разных пробегах, но у Volvo S60 был пробег под 600. И состояние салона, руля там было, ну, даже, возможно, получше в чем-то. Соответственно, это все, возможно, обман. Но я снял обшивку, потому что я не люблю все вот эти вот обшивки, зашивки и прочее. Едем мы просто сейчас, куда глаза глядят, это эксперимент мой.
Плюс я пытаюсь снимать, что-то рассказывать, общаться, ставить речь. Что хотел сказать? Климат-контроль работает сносно, опять же, несмотря на 26 лет. В жару плюс 32 этим летом аномально, в машине было прохладно. Не 16 оно, конечно, не вывозило. Ну, честно вам сказать, было достаточно приятно, допустим, градусов 18-20, когда на улице было плюс 32. Зимой конкретно на этом автомобиле я печку не испытывал, но в других, S80, S60, проблем, опять же, с отоплением вообще никаких не было. Что касаемо шумки. Вот хорошо была шумка там, где у меня дополнительно было S80 прошумленными дверями и крышей. В базе почему-то, честно вам сказать, шумоизоляция и прочее, ну, вообще не на Е-класс, коим этот автомобиль себя позиционирует. Вот. Знаете, базово, когда я только начинал водить, я больше всего боялся льда, снега и прочих неприятностей, безусловно. Но, естественно, после того, как примерно, кстати, на этом участке КАДа я попал при обгоне фуры слева, я попал, едя параллельно ей, в водную колею на скорости порядка 140, и у меня было два варианта: улететь в отбойник, либо под фуру. Но я как с гнилым днищем эту Opel Vectra B смог удержать абсолютным чудом. Я понял, что самое страшное на дороге, честно говоря, для меня и по сей день таким остается, это вода. Не снег, не лед, не жара, не... Вы поняли. Да, отличная погодка выдалась для съемок, ничего не скажешь. Как будто мы просто снимаем пов, типа, когда едешь в Токио, знаете, 12-часовые нарезки видео. И, кстати, вы можете сразу оценить шумоизоляцию и понять то, что, ну, честно говоря, на Е-класс это не тянет. Это скорее, ну, D. Конечно, да, в Гранте шумнее на сотке, шумнее, но, честно сказать, ну, ой-ой, куда я приехал? Ой-ой, ой-ой, а что тут еще стоит? Может, мне не нужно сюда? Да, мне сюда точно не нужно. Передумал, ошибка. Нам нужно сюда. Люди в погонах зачитывают мне законы, а я зачитываю пацанам что-то новое. Район знакомый, 5 минут от центра до дома, мимо заброшенной стройки и футбольного поля. Двигаю на пешке, спортивки в мешке. Любовь к тому, чем я живу, уже была в башке. Не было ничего, но походу нам хватало. Мы возвращались под утро в пределы квартала. И кажется, выбор за нас уже. Второе правило. Всегда, блядь, пропускайте дядь на мигалках. Всегда в этой жизни пропускайте. Если кто-то, нахер оно вам нужно? Вот вы можете взять на себя ответственность за смерть другого человека. То есть, если вы что-то упоротый, блядь, такие, нет, я не пущу. А если они что-то там есть? Запомните, спецслужбы, ну, может быть, едут не в 100% случаев. Вопрос жизни и смерти кого-то. Но даже если в 5% случаев это так, один раз из 20 вы можете кого-то убить. Своим упорством, какой-то упрямостью и тупорылостью. Непривычно, что люди смотрят, потому что, опять же, я вам напомню, выгляжу я в данный момент вот так вот. Ну, это нюансики. Отличный держатель. Блять, там гаишники, да? Да, езда по встречке, это опасно с другой стороны. Сейчас мы, может быть, я так не... Ждать, и нам вот туда, и вот, ну вот сейчас вот, ладно, делаем. Блин, компьютерная графика, конечно, нынче, да, вообще жесть. Прикиньте, как смонтировал, как будто в 30 метрах от ***шников речки хуйнул. Да уж, вот, блин, да. Слава богу, блин, в жизни я так не стал делать, естественно. О чем я говорил? Когда начинается вот такая движуха,
если вам нужно ездить в Человейный Кунстдворы, где 500 машин на 1 квадратный метр, не продуманные под это вообще дороги и все такое прочее, то у вас уже может начаться некая проблематика, потому что, ну опять же, машина большая, это надо понимать. Если вы до этого ездили на Симаке, Четырке или Гранте, наша достопримечательность местная, габаритам придется, так сказать, подпривыкнуть. Я когда впервые сел за руль С-80, и я тогда же впервые сел на автомате, я просто закладывал в поворот, как на фуре с непривычки. Потому что было действительно непонятно для меня, как вообще таким паровозом можно управлять, если честно. Ну, как говорится, если вы молодой пацан, не бойтесь. Не бойтесь, это все, ну, дело привычки. Как знаете, если вы ездите на автомате и вы боитесь ездить на механике, ну, поездите вы месяц, вы привыкнете. Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. That me you really playing with your life, I'm about to come and run. Чем хотелось бы подытожить всю эту историю? Я искренне, очень сильно надеюсь, что для кого-то это было интересно, продуктивно, может быть, чем-то понравилось. И, ну, вас заставит это, может, подписаться как-то, написать комментарии, ваше мнение, что вы думаете, что стоит улучшить, изменить и так далее. Помимо и так очевидных моментов, но которые я в силу какой-то своей неопытности, может быть, и прочего пока допускаю. Тихо, мотор, не ой, не ой. Что я хотел сказать вам? Если вы молодой пацан, у вас на кармане есть какие-нибудь, допустим, 300 тысяч рублей, и вам, ну, вы скопили их сам и, соответственно, можете принимать решения самостоятельно, не бойтесь, экспериментируйте, берите то, что вам по душе. Если вам хочется баржу какую-то комфортную, мягкую, возить сзади толпу народу, возить спереди толпу народу и просто как бы кайфовать на этом, плавненько двигаясь, берите, почему нет, можно и Volvo. Хотите гонять, прыгать и так далее, дрифтутить, берите BMW. Знаете, просто многим пацанам, допустим, их отцы или еще кто-то, навязывают молодым пацанам идею того, что нет, бери Жигули, дешево в ремонте, будет вам нормально, там везде запчасти достанешь и такое прочее. Ну, это все, конечно, имеет место быть. Но кайфа вы от этого получите очень сомнительное количество, если вы не Юра Волков, конечно. Вот, ну, я имею в виду вот так вот реально для жизни, то есть вы захотите все равно какого-то комфорта, либо скорости, либо чтобы машина что-то вам давала. А когда вы молодой парень, жить на том, что запчасти есть в каждом ларьке, а они дешевые, ну, пацаны, ну, несерьезно. Вы не бойтесь, экспериментируйте. Если у вас руки есть на месте и голова, вот ту же Volvo можно починить вообще без каких-либо проблем и сложностей. Я вам честно это говорю. Самому в большей степени. Да, есть какие-то редкие, возможно, запчасти, которые тяжело, но они почти на чем угодно есть. Какие-то там действительно, может быть, с электронным блоком здесь бывает проблема, да, такая темка. Но это настолько редкость, это, ну, грубо говоря, у вас и 16 может лечь, да. То есть всегда есть какие-то там нюансики, которые могут вас преследовать с тем или иным автомобилем. Но это прям скорее редкость. Не стоит жить, отталкиваясь от этих редкостей. Не бойтесь, экспериментируйте, кайфуйте. Я вот могу точно с уверенностью сказать, что сменив за 1,5 года 7 или 8 машин, я выбирал каждую по душе. Мне нравилось, я кайфовал. И собираюсь делать это дальше вместе с вами. Дальше нас ждет подборы автомобилей в этом бюджете. Я вам реально покажу состояние рынка. Реально, что можно купить за эти деньги еще. И в Санкт-Петербурге, где коррозия жрет абсолютно все. Я смог, допустим, каким-то образом, да, ища очень долго подбирая машину, обсмотря, потратив 3 дня, пересмотрев 20 вариантов, наслушавшись очень много звездежат, перекупов, так или иначе, я все равно смог найти что-то достойное. Ну, я считаю, это достойный автомобиль в
в данном бюджете. Как бы, кто бы вы там не видели ситуацию, может быть иначе, но я считаю это правда. Вот. Вот. Спасибо, пацаны, кто посмотрел, кто лайкал, кто еще что-то. Реально от души я искренне очень благодарен. Спасибо вам большое.